Кто не подписался еще на канал Пламя, подписывайтесь в Telegram, Контакт, на Дзен и на Рутуб. Потому что YouTube скоро должны закрыть. Первая и основная проблема, с которой всегда мы сталкиваемся, это непонимание хозяев, что сечение трубы у нас будет 27 на 27 внутренний размер. Хайло получается у нас 36 сантиметров. Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. С вами Михалыч и мои коллеги Андрей и Александр. Я приехал к ним на объект, посмотреть, как у них идет работа, ну и рассказать о некоторых нюансах и деталях сборки барбекю комплекса. И вот сейчас Андрей нам расскажет про фундамент, про то, как они будут размечать двойной зуб, про печку покажет, ну и еще про базальтовый лист. Здравствуйте! Начали мы с Александром барбекю комплекс у хозяев. Значит, первая и основная проблема, с которой всегда мы сталкиваемся, это непонимание хозяев, что основание под печку нужно сильное, скажем так, усиленное. Здесь мы объяснили, значит, хозяину, что нужна плита, двойное армирование арматуры и сантиметров 25-30 бетона под нее нужно. Почему? Потому что вся конструкция весит 6 с копейками тонн. И это точечно давит на основание. Были у нас такие нюансы, что говорили, на тротуарку нам положите. Потом полопается и все. Здесь с хозяином понимание нашли мы сразу. Он вырезал существующий, залил двойное армирование, двойная сетка. И мы приступили к работе. Значит, кирпич он выбрал ручной работы, Техас называется, очень симпатичный кирпич. Да, с ним немножко возни, но вид соответствует. То есть качество у него тоже хорошее. Значит, кроме того, идет еще шамотный кирпич. Немножко у них высота разная. Обязательная часть между облицовочным кирпичом и огнеупорным. Мы в любом случае нужно прокладывать базальтовую вату. Для чего это? Чтобы то тепло, которое передается на кирпич, не передавалось на облицовку. Тогда все будет работать как положено. Здесь мы, значит, установили дверцы, поддувальная дверца, топочная дверца. Соответственно, мы снутри поставили туннели, чтобы это все работало как положено. И у нас получается почти полная сборка печки под казан. Один ряд остался. И дальше будем собирать мангал. Сейчас покажем, как мы зуб будем рисовать. На моем сайте mangal-и-plamя.ru вы найдете проекты с запатентованной технологией двойной зуб. Перейти на сайт можно по QR-коду, его увидите на экране, либо по ссылке под видео в описании, или набрав в Яндексе слово «Мангал и пламя». Все проекты рассчитаны на самостоятельную сборку, имеют пошаговую инструкцию, точный расчет всех необходимых материалов. Любой соберет барбекю комплекс легко и быстро, как лего-конструктор по инструкции. Проект позволит вам сэкономить ваше время и деньги. Сейчас мы вам расскажем, как мы с Сашей выбираем угол и высоты первого зуба. Значит, все здесь зависит от нашей арки. Где будет арка, оттуда и размер высота зуба будет. У нас арка, низ арки вот он, верх арки вот он. Высота зуба напрямую зависит от арки. То есть, если вы ее выше поднимете, соответственно, и высота зуба увеличится. Вот у нас верх арки, отсюда у нас вот высота зуба до тычка переломного. Сейчас покажем, как разметить его. Значит, от задней стены мы берем 25 сантиметров. Восстанавливаем его по уровню. По уровню, Саша. Чертим. Теперь к этому здесь, Саша, и сюда выходи.
Держишь? Да. Вот он у нас наклон зуба. Надо соединить две точки. Вот что мы 25 замерили и вертикально что мы провели. И вот у нас получается сам первый зуб. 25 сантиметров, потому что удобно потом тычком связывать. И градус получается примерно положенный, примерно 15 градусов, и как должно быть. Оптимально. Оптимально, да. У нас получилось, мы вышли под тычок, который мы будем перевязывать зуб. И пройдя тычком, обратный, второй зуб, пойдет у нас на сечение трубы уже. Это мы уже чуть позже нарисуем, чуть позже сделаем. Сечение трубы у нас будет 27 на 27 внутренний размер. Труба 27 на 27. Почему? Потому что кирпич у нас 25 плюс 1 шов сантиметр, второй шов сантиметр. Получается 27. Соответственно, в эту сторону также. 2 на 2 кирпича мы делаем. Внутри у нас получается 27 на 27. По наружу 51 на 51. Хайло получается у нас 36 сантиметров. Друзья, вот вы посмотрели такой познавательный ролик, как собирать расчет делать двойного зуба. Вы узнали, что обязательно надо барбекю делать из двух контуров, то есть облицовка и огнеупорный кирпич у нас разделяется базальтом. Ну и ждем от Андрея с Александром продолжения строительства. Я обязательно постараюсь приехать и поснимать еще некоторые моменты. Андрей, тебе слово. До свидания, дорогие подписчики. Будет что-то интересное, мы с Михалычем снимем и расскажем. Всем до свидания. Так что да, Андрея и Александра будет еще интереснее. Покажем вам, как второй зуб собирается. И обязательно продемонстрируем ракетную тягу в деле. Ну и, друзья, кто не подписался еще на канал Пламя, подписывайтесь в Telegram, Контакт, на Дзен и на Рутуб. Потому что YouTube скоро должны закрыть. Всем пока. До свидания, всех благ. Thank you.